Жуткие гигантские существа с огромными клыками и жаждой крови. Вот кто живет в Марианской впадине. Или нет? В этом ролике я расскажу вам о некоторых необычных обитателях этого уголка Тихого океана. А в конце ролика покажу существо, которое будто выбралось из диснеевских мультфильмов. Такое оно милое и чудное. Начинаем погружение. Акула с сюрпризом. Что ж, вот так выглядит Эверест. Его высота почти 9 километров. А Марианская впадина – это Эверест наоборот. То есть если мы возьмем эту вершину, перевернем ее и попытаемся погрузить под воду, она не только не будет торчать над поверхностью, но и утонет. Потому что Марианская впадина даже глубже, целых 11 километров воды. Представляете, сколько разных существ может там обитать? О них мы сегодня и поговорим. И первый страшный житель глубин в моем списке – акула-гоблин или акула-домовой. Возможно, вас не впечатлит ее внешний вид до тех пор, пока вы не увидите это. Жуткая носатая морда – половина дела. Страшные выдвижные челюсти – вот что по-настоящему пугает. А вот так они выглядят в действии. Не хотел бы я попасться акуле-гоблину на пути. Кстати, именно на пути, ведь эта хищница предпочитает самую спокойную тактику охоты – просто дрейфовать по течению в сторону добычи, а когда расстояние до еды станет минимальным, выпустить челюсти и проглотить пищу. Ленивая, однако. Акула-гоблин живет не очень глубоко, всего лишь 900 метров от поверхности воды. Так что условия обитания этой хищницы вполне позволяют ей расти до невероятных размеров. Ученые считают, что некоторые особи могут достигать целых 6 метров в длину. Хотя, конечно, официально эта информация не подтверждена. Обитателей Марианской впадины вообще очень трудно изучать. Они, как правило, не способны выжить в неволе. Поэтому, когда ученые забирают их в лабораторию, те быстро умирают. Так что и об акуле-гоблине, и о других обитателях Марианской впадины мы знаем очень-очень мало. Гибкая акула. Ну а если вас не впечатлили такие странные челюсти, может, вас заинтересует другая подводная хищница. Ведь она умеет изгибаться, словно змея. Хотя на самом деле, конечно же, таковой не является. Плащеносная акула – удивительное реликтовое животное, которое сохранилось в почти неизменном виде на протяжении 80 миллионов лет. Для справки, даже 65 миллионов лет по Земле – все еще ходили динозавры, что уж говорить о 80. Так что эта хищница – настоящая старушка. Вот только энергии у нее хоть отбавляй. Она и выглядит и ведет себя как сухопутная змея. Вытянутое, невероятно гибкое тело предпочитает охотиться таким способом. Караулит жертву, а потом как бы выстреливает из засады, хватая добычу. Кстати, рот у этой жительницы океана тоже не самый симпатичный. Во-первых, он просто огромен и имеет странную приплюснутую форму. Во-вторых, в нем находится не менее 300 зубов в несколько рядов. Да и зубы сами по себе странные, напоминают по форме якорь. Но именно эта особенность и позволяет плащеносной акуле практически мертвой хваткой цепляться за скользкую, верткую добычу. Подводный дракон. А это идиокант или черная рыба-дракон, как его называют в некоторых странах. Этот загадочный обитатель океанских вод живет на глубине от 500 до 2000 метров в вечной темноте. Его тело покрыто толстой черной чешуей, а глаза сверкают так, будто готовы обратить в прах любого смельчака, решившего бросить вызов этому морскому чудовищу. Но самое устрашающее в идиоканте – это его пасть, украшенная рядами острых зубов, жаждущих новой жертвы. Черный дракон выглядит как призрак древних времен, вернувшийся, чтобы напомнить миру о своем существовании. Бррр, ну и жуть! Не похожий ни на одно другое живое существо. Длинный, огромный, стоп. Или не такой уж и огромный. Ха-ха! Длина тела самца идиоканта всего 7 сантиметров. Да какой же это монстр! Только выглядит страшно. А вот самка... Ой, она немного покрупнее. Длина ее тела достигает полуметра. Что ж, беру свои слова обратно. Все дело в том, что половозрелые самцы-идиоканты не питаются и живут не дольше пары недель. Они существуют лишь для того, чтобы выполнить свою роль в репродуктивном процессе, а потом сразу же умирают.
Самки же, напротив, очень активны. Днем они прячутся, а ночью выходят на охоту ближе к поверхности, где пожирают свою добычу, порой довольно крупных размеров. Пасть и желудок идиоканта растягиваются, так что это не составляет для них особого труда. Кстати, эта древнейшая рыба существует на нашей планете уже более 300 миллионов лет, поэтому идиокант вызывает особенный интерес у ученых. Дальнейшее изучение этого необычного существа поможет понять, какие изменения произошли в животном мире за миллионы лет и какие адаптации позволили им дожить до наших дней. О, фонарик! Ну а теперь давайте познакомимся с одним из самых эксцентричных обитателей Марианской впадины – рыбой-удильщиком. Глубина 2000 метров, вокруг лишь непроглядная тьма. И тут внезапно появляется существо с огромным светящимся фонарем на голове. О, да это же звезда глубоководной дискотеки. Но на самом деле, если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, вам будет совсем не до юмора. Рыба-удильщик может показаться воплощением всех ваших ночных кошмаров. Ее тело покрыто темной, почти черной кожей, идеально подходящей для маскировки в мрачных водах. Но настоящая изюминка ее внешности – знаменитая удочка, торчащая из головы. На конце этого удилища светящийся орган, который хищница использует как приманку. Представьте себе, вы маленькая рыбка, плывете в темноте и вдруг видите мигающий огонек. Любопытство побеждает, и вы приближаетесь, а потом – бац, вас съели! Рыба-удильщик – мастер неожиданного нападения. Кстати, пасть и желудок у этого хищника такие растяжимые, что он может съесть добычу, превышающую его собственные размеры. Ой, ну я же еще не сказал, каких размеров на самом деле достигают эти монстры. Самки – настоящие королевы глубин. Их длина до 30 сантиметров. В то время как самцы, они всего 2-3 сантиметра. Их роль в жизни весьма своеобразна. Они буквально прикрепляются к самкам и живут за их счет, снабжая сперматозоидами в обмен на еду. В некотором смысле это идеальный брак по расчету. Подводный вампир. А этот обитатель глубин может выпить всю вашу кровь. Но не переживайте, он не собирается этого делать, по крайней мере, пока вы не окажетесь на глубине 900 метров. Кальмар-вампир – это существо, которое обитает в самом сердце Марианской впадины. Здесь, в абсолютной тьме, он чувствует себя как дома. Его научное название – Vampiroteuthis infernalis можно перевести как «адский вампирский кальмар». Жутковато, не так ли? Но на самом деле, несмотря на название, это существо не такое уж и страшное. Его максимальная длина всего 30 сантиметров. Он имеет 8 длинных рук-щупалец и 2 дополнительные нити, которые могут вытягиваться намного дальше, чем длина самого животного, а потом втягиваться обратно, словно крутые подводные удочки. На этих нитях есть крошечные присоски, которые помогают кальмару ощупывать окружающее пространство. И, кстати, этот обитатель Марианской впадины кровь на самом деле не пьет. Он получил свое название благодаря темной коже, перепонкам между пальцами и ярко-красным глазами. Так что кальмар-вампир не злодей, а даже скорее супергерой, потому что он имеет крутой плащ, в который заворачивается, если чувствует опасность. А еще он умеет светиться. У него для этого есть специальные органы, называемые фотофорами. Ну вот, теперь вы знаете, что этот кальмар с жутким названием не такой страшный, каким кажется на первый взгляд. Он скорее интересный и немного таинственный житель океанских глубин. Так что если когда-нибудь вы встретите его в своих подводных приключениях, знайте, это всего лишь маленький светящийся чудик, приспособленный для жизни в самых темных уголках нашей планеты. Странная находка под морским камнем. А вы боитесь мокриц? Знаете, эти маленькие склизкие букашки, которые выползают, когда вы переворачиваете старые камни и доски? Лично мне они всегда казались немного неприятными. Теперь посмотрите на их близкого родственника, гигантского изопода, обитающего на морском дне. Этот малыш может достигать 70 сантиметров в длину и весить до 2 килограмм. Представьте, что переворачиваете камушек, а оттуда выползает нечто такое. Правда, для этого вам придется перевернуть подводный камушек, да еще и на глубине не менее 500 метров.
Адские отродья ведут придонный образ жизни, то есть передвигаются только по дну и ищут там, чего поесть. Своего рода чистильщики глубин. Они съедают все трупы, упавшие на дно, и любые другие органические останки. Иногда охотятся на морских огурцов, звезды и прочих существ, которые передвигаются слишком медленно, чтобы укрыться от перспективы быть пережеванным заживо. Ну а если пищи не найдется, не проблема. Изопод может прожить без ее даже 5 лет. В общем, я не советую вам гулять по океанскому дну. Там и не такое встретишь. Монстр из ужастика. А эта глубоководная рыба выглядит так, будто вышла прямиком из фильма ужасов. Хаулиод, устрашающий хищник, обитающий в глубинах до 4000 метров. Название его рода Чаулиодус происходит от греческого слова, означающего «с выдающимися клыками», что полностью оправдано. Хищник развил гигантские челюсти, настолько крупные, что рыба даже не может закрыть рот. При этом они прозрачны, чтобы жертва до последнего момента ничего не увидела. А еще хаулиод может открывать рот на 90 градусов. Так что ему даже не нужно сразу кусать жертву. Его зубы просто образуют клетку, в которую он и ловит рыбу. Кстати, за счет такой огромной челюсти хаулиод способен поймать добычу размером до 63% от его собственного размера тела. Впечатляет? Но размеры у этой рыбки на самом деле небольшие, всего до 35 сантиметров в длину. Хотя на картинках хаулиодов чаще всего изображают как гигантских монстров, наверное, из-за столь экстравагантного внешнего вида. Теперь представьте, что если бы вы действительно перевернули тот самый подводный камень и обнаружили под ним хаулиода, что бы вы сделали? Испугались? А вдруг там, в темных глубинах, скрываются еще более устрашающие существа? Кто-то действительно огромный. Вы скажете: ну разве же это чудовище? Они все какие-то мелкие. Есть кто-то действительно большой и страшный? И да, и нет. В 1996 году экипаж исследовательского судна «Челленджер» проводил исследование дна в Тихом океане. Вдруг рядом с Марианскими островами аппарат сильно погрузился, натянув стальной трос. Судно буквально повисло в толще воды. Тогда канат увеличили на километр. А потом еще. И еще. В итоге «Челленджер» ушел под воду на 8000 метров. Дальше опускать аппарат было опасно. Давление смяло бы конструкцию, словно консервную банку. Так и нашли Марианскую впадину. Но самое интересное произошло примерно на половине обратного пути. Операторы вдруг услышали жуткий металлический скрежет и срочно подняли оборудование на поверхность. Его бока были смяты, словно кто-то их жевал, а стальной трос толщиной 20 сантиметров оказался практически перекушен. Тогда исследователи решили, что «Челленджер» столкнулся с неведомым чудовищем. Позже, в 2000 году, со странностями в Марианской впадине столкнулся и другой аппарат. Хайфиш в какой-то момент завис на глубине, и камеры передали изображение огромного ящера, который будто прицеливался. Машину начало трясти, а потом все просто исчезло. В общем, есть некоторые основания предполагать, что в этом загадочном месте нашей планеты действительно обитает кто-то огромный и очень жуткий. Но кто же это может быть? Например, мегалодон? Рыбаки, промышляющие в водах Тихого океана, абсолютно с этим согласны. Неоднократно от местного населения поступали сообщения о том, что в водах Марианской впадины плавает огромная акула-монстр. Существо достигает 30 метров в длину и имеет очень острые зубы. Кстати, такие зубы неоднократно находили на побережье. Величина каждого в среднем 10-15 сантиметров. Поймать монстра ученым пока не удалось. Все, что есть, поцарапанный «Челленджер», выброшенные прибоем зубы и жуткие звуки. Однако исследователи убеждены, что на дне впадины живет Кархародон-мегалодон, динозавр, который был полноправным хозяином океана еще 2 миллиона лет назад. То самое существо. Ну а теперь встречайте. Крошечный слон, который живет на глубине более 4000 метров, там, где нет света и почти отсутствует пища. Гримпотефтис, или, как его прозвали, осьминог Дамбо.
Это существо не похоже на других осьминогов. Его тело больше напоминает медузу, мягкое, студенистое, идеально приспособленное для передвижения и маневрирования в воде. А еще его щупальца срослись в единый плавник, создавая своеобразный зонтик, а необычные уши стали визитной карточкой. Кстати, на видео эти осьминоги часто кажутся медленными и грациозными, но на самом деле, когда они замечают добычу, они превращаются в настоящих подводных хищников, способных мгновенно атаковать. Питаются осьминоги тем, что могут найти на дне океана – веслоногими, червями и мелкими ракообразными. Они непривередливы, когда дело касается еды. Кстати, в отличие от своих собратьев, гримпотефтисы заглатывают добычу целиком, не утруждая себя жеванием. Представьте, как этот маленький слон превращается в живую торпеду, стремительно выдувая воду через сопло и хватает добычу целиком. Одним из самых удивительных качеств гримпотефтисов является их способность менять цвет, маскируясь на дне океана. Это умение помогает им скрываться от крупных хищников. Их размеры, не превышающие 25 сантиметров, делают эту способность особенно важной. Гримпотефтисы действительно уникальны. Жизнь на океанских глубинах сурова, но осьминоги Дамбо смогли найти свой путь к выживанию. Они остаются одними из самых загадочных и наименее изученных существ, и каждый новый факт о них – маленькая сенсация в мире морской биологии. Может, там, в темных глубинах, обитают еще более удивительные создания, которых мы еще не встретили. Но одно можно сказать точно – все эти существа – настоящее чудо природы. Если вы хотите изучить глубины Марианской впадины, то для погружения вам точно понадобится оборудование. А оно стоит денег. И я знаю, как вам помочь. Мы набираем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров в нашу команду. Переходите в Telegram-бота по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.